Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить вкусный шоколадный торт. Сначала готовлю бисквит. В миске 180 грамм просеянной пшеничной муки. Добавляю 7 грамм разрыхлителя. Это примерно 2 чайные ложки. 20 грамм кукурузного крахмала. Это примерно 3 столовые ложки. И 40 грамм какао-порошка. Это примерно 3 столовые ложки с горкой. Все перемешиваю до однородности. У меня полностью натуральный органический какао-порошок. В нем нет никаких добавок. Для выпечки я его использую впервые. В миску выливаю 5 яиц категории СО. Их вес 285 грамм. Добавляю щепотку соли и перемешиваю миксером до появления пены. Все продукты для теста комнатной температуры. Не прекращая взбивать, частями добавляю 130 грамм сахара по вкусу. Когда весь сахар добавлен, увеличиваю скорость миксера и взбиваю яйца до посветления и пышности, пока на поверхности яичной массы не появятся стойкие следы от венчиков. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 100 грамм молока. Жирность моего молока 2,6%. 70 грамм подсолнечного масла без запаха. И 2 чайные ложки экстракта ванили по вкусу. Перемешиваю на низкой скорости миксера до однородности, примерно 30-40 секунд. Муку добавляю частями, повторно ее просеивая. И перемешиваю венчиком круговыми движениями снизу вверх. Поднимаю муку с дна миски. При этом долго не мешаю, чтобы тесто не опало. Просто перемешиваю до однородности, чтобы в тесте не осталось крупинок муки. Бисквитное тесто долго стоять не должно, поэтому форму я подготовила заранее. У меня кольцо разъемное. Диаметр установила 18 сантиметров. Низ кольца обернула фольгой, а на дно положила антипригарный пергамент. Лопаткой прохожусь по дну миски, чтобы убедиться, что вся мука вмешалась. Перекладываю тесто в форму и перемешиваю шпажкой, чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха. Выпекаю бисквит в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз. Примерно 45-55 минут. До сухой шпажки. Первые 30 минут духовку не открываю, чтобы тесто не опало. Мой бисквит выпекался 50 минут. Даю ему немного остыть в форме. В этот раз бисквит получился невысоким. Возможно, это из-за какао-порошка. Сняла с формы фольгу и вырезаю бисквит из формы. Переворачиваю его на решетку и даю ему немного остыть. Еще теплый бисквит заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник для стабилизации до завтра. На следующий день готовлю крем. Венчики и миску для взбивания охладила в морозильной камере. Наливаю 350 грамм охлажденных сливок жирностью 33%. Добавляю 120 грамм сахарной пудры по вкусу. И чтобы сахарная пудра при взбивании не пылила, перемешиваю ее лопаткой. Затем перемешиваю на низкой скорости миксера, чтобы сахарная пудра немного растворилась. Добавляю 2 чайные ложки лимонного сока, увеличиваю скорость миксера и взбиваю сливки до пиков.
Добавляю 600 грамм отвешенной сметаны, жирностью 20%. Сметана тоже охлажденная. Вес неотвешенной сметаны 900 грамм. Как я отвешиваю сметану, можете посмотреть в видео с рецептом другого торта. Ссылка на рецепт торта появится вверху экрана. Недолго перемешиваю на низкой скорости миксера до однородности. В другую миску отбираю немного крема. Я в крем буду добавлять шоколад. И если что-то пойдет не так, чтобы не испортить весь крем. 150 грамм темного шоколада я предварительно растопила в микроволновой печи короткими импульсами по 20 секунд и дала ему остыть до температуры 32 градуса. Тонкой струйкой вливаю шоколад в крем и перемешиваю до однородности. Содержание какао в моем шоколаде 54,5%. Для крема можно использовать любой шоколад без наполнителя по вашему вкусу. Крем холодный, поэтому небольшое количество шоколада по периметру миски успело застыть. Но это не страшно, просто в креме будут попадаться небольшие крупинки шоколада. Главное, что крем получился. Крем с шоколадом перекладываю в миску к остальному крему и перемешиваю до однородности на низкой скорости миксера. Если вы хотите, чтобы цвет крема был более темным, то добавьте в крем какао-порошок. Дальше крем перемешиваю лопаткой, так как крем достаточно густой и его много. Мой миксер не справляется. А слишком долго крем миксером лучше не перемешивать, чтобы он не расслоился. Вот такая консистенция крема у меня получилась. Крем разделила примерно поровну между 3 кондитерскими мешками и ненадолго убираю его в холодильник, пока буду заниматься бисквитом. Бисквит разделила на 3 коржа. Один корж получился из-за шапочки на бисквите с неровными краями. Положу его вовнутрь торта вторым слоем. Шапочку бисквита обрезала и измельчила в крошку, которую использую для украшения торта. Торт собираю на тарелке. По центру тарелки наношу немного крема, чтобы закрепить корж. И кладу корж. Вокруг коржа установила кольцо, в котором выпекался бисквит. По периметру кольца прикрепила бордюрную ацетатную ленту. В миске у меня 150 мл молока. Пропитываю им бисквит и не забываю о краях. Наношу на корж крем и распределяю его равномерно ложкой по коржу. Сверху укладываю второй корж и придавливаю. Потом пропитываю и наношу крем. В общем, процедуру повторяю. Кладу последний корж, который был низом бисквита. Придавливаю и пропитываю. Наверх торта наношу немного крема и разравниваю ложкой. Накрываю верх кондитерского кольца пищевой пленкой и убираю торт в холодильник для стабилизации минимум на 4 часа. Сняла с торта кольцо и наношу крем на бока торта. Крем выравниваю шпателем. На верхушку торта также наношу крем и выравниваю. Часть крема в кондитерском мешке оставляю для украшения торта.
Мягкой силиконовой лопаткой наношу бисквитную крошку на бока торта и слегка придавливаю. Верхушку торта украшаю оставшимся кремом. Решила еще украсить торт шоколадом. У меня была начатая плитка черного горького шоколада. Шоколада много не бывает. Так как торт высокий, я его ничем не накрываю. Сейчас 6 часов вечера. Убираю торт в холодильник для стабилизации до утра. Вот такой шоколадный торт у меня получился. Готовила я его на 8 марта. Вес торта 2 килограмма 200 грамм. Торт вкусный, а так как мы с сыном любим шоколад, то ели мы его с большим удовольствием. Для себя я решила больше органический какао-порошок в бисквит не добавлять. Хотя у него насыщенный шоколадный вкус, но тесто он утяжеляет. А добавлять больше разрыхлителя, чтобы поднять тесто, мне не хочется. Но торт все равно получился вкусным. У него яркий шоколадный вкус. Словами это не передать. Думаю, что любители шоколада этот торт оценят по достоинству. Рекомендую вам приготовить такой домашний шоколадный торт, он вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!